Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Тайм-коды в инфобоксе, поэтому если вам интересно про какой-то парфюм, сразу туда переходите, потому что будет небольшое вступление. Я вам сейчас немножко расскажу, о чем будет эта тема, про те парфюмы, которые, как я считаю, стоят своих денег, потому что я их использую часто. То есть есть такой момент, когда я вот начинаю и могу несколько дней подряд пользоваться. А есть ароматы, которые я использую, ну, я не знаю, ну, раз в год, наверное. И я подозреваю, что если бы я даже его продала или бы не купила, возможно, я бы это не сильно и заметила, да. Возможно, это вот те ароматы, которые надо было взять только в Atливанте, а я флакон купила по какой-то причине. Тема очень субъективная, будет очень много оценочных суждений, да, поэтому можно об этом дискутировать, и я не против, если все в рамках уважения друг к другу. Вот. Ну и, конечно, все ароматы, которые я сейчас покажу, это не значит, что я ими ограничиваюсь. Там еще достаточно таких, все в одно видео не влезут. Но хочу вам немного рассказать, как я вообще пришла к этой теме. Вот здесь вот у меня стоит ошибка моей молодости. Это сумка, которую я купила. Это коллекция 2007-2010 годов. Не помню точно, в каком из них я купила. Вот эту вот красотку. Это очень красивая сумка, как я считаю, очень красивая. Вот. Но я клянусь, я ее носила раз 10 вот за все эти годы. Не больше. Почему? Потому что она очень, как вы видите, лакированная, и ее очень сложно вот так вот куда-то просто бросить. То есть, когда я с ней иду, я должна понимать, что мне не придется ее где-нибудь там оставить, бросить так вот и не думать, что с ней что-то случится. Я не везде с ней поеду, там в общественном транспорте, например, я с ней не поеду, ну как-то я себя некомфортно с такой роскошью чувствую в общественном транспорте. И, скорее всего, она на выход, вот какая-то сумка. Когда я выбирала ее с продавцом, надо вот вычесть как минимум 15 лет, и он мне говорил, это просто универсальная сумка. Вот ее цвет, он подходит вот как для повседневной носки, так и для праздников. Ну, на какие-то выходы вечерние, имеется в виду. И я такая, да, точно, это она и есть. Конечно же, нет. А еще вот в чем тут дело. Видите, у этой сумки лакированное дно. Соответственно, если ее поставить вот так вот, оно начнет протираться. Нет вот этих вот ножек, да. И поэтому я тоже об этом всегда думала, куда я ее потом поставлю, да зачем мне вообще это. У меня есть сумки, которые можно кидать, пинать, и с ними вообще ничего не будет. И, короче, она у меня простояла, и я ее в итоге сейчас продаю. Я выставила ее на продаже. Стоит она сейчас не так дорого, как я ее покупала, с учетом даже всех инфляций и так далее, и так далее. Вот, ну, короче, очень жаль. И я подумала, что с парфюмами у меня есть такая же история, но с парфюмами что хорошо, да, если они сняты с производства, как эта сумка, они растут в цене. То есть это более выгодное вложение. И вообще с парфюмами, если их правильно хранить, с ними реально ничего не случается, и они так не падают в цене, как какие-то вот вещи, сумки и так далее. Поэтому парфюмы все-таки более выгодное вложение, как ни крути, как оказалось. Вот сколько я не смотрю даже на вторичном рынке, ароматы не очень сильно падают в цене. Да, естественно, новый дороже стоит, но со временем, да, если вспоминать, за сколько вот я какие-то ароматы покупала, я понимаю, что сейчас даже на вторичном рынке я продам их дороже. Ладно. А с этой сумкой, кстати, так не произошло. На вторичном рынке она сейчас даже вот по тем ценам, которым я покупала, она дешевле, прям значительно. И я даже не знаю, продам ли я вот за ту цену, которую я сейчас поставила. Возможно, еще будет меньше. Все. Переходим к нашей теме любимой парфюмерии. Не забудьте подписаться на этот канал. Это очень-очень важно, потому что просмотры продолжают стоять на месте. Это очень-очень грустно.
И еще, друзья, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, те, кто не может смотреть здесь, или кому интересно про жизнь в Испании, про котиков, конечно же, и про парфюмерию, подписывайтесь обязательно, Victoria Day Life. И мой промокод в рандеву, тоже не забывайте его, 10 Victory, дает 10% скидку на все, суммируется с акциями и скидками на сайте. Часто там есть очень выгодные цены. Я открыла для себя вот эти вот варианты уцененных ароматов, тех, которые тестерные версии, да, очень часто даже есть прям просто без коробки. Вот все то же самое, намного дешевле, просто без коробки. Когда большая коллекция, коробки это даже больше проблема. Так, и от Леванты. Обожаю рандеву от Леванты. Аромат, который просто побил все рекорды. Несмотря на мою огромную коллекцию, у нас заканчивается второй флакон. И самое в нем, да, универсальный, он прям супер универсальный, что он на любой сезон, на каждый день. Он еще и мужской, и женский. И мы с мужем пользуемся им вдвоем. Он, конечно, чаще. Посмотрите, сколько у нас уже от второго флакона осталось. По-моему, это второй, не третий. Да, второй. Причем у мужа тоже не один аромат. Это прям супер расход. Это Tom Ford Eau de Soleil Blanc, я не сказала. Цитрусы, такая мягкость, кремовость фисташки. Тут есть тубероза, но она больше придает какой-то такой уходовое звучание, да, ни в коем случае не тубероза такая дикая какая-то, да, агрессивная бывает она. Нет, нет. Он очень сбалансированный, он хорошо собран, хотя какие-то ноты выделяются, как, допустим, цитрусы, да, и белоцветочность. Ну, белоцветочность в форме такой кремовости. Продолжу белым же флаконом. Это Унуи от Жерабо. Не могу тут показать, не будет видно расход. Но этот у меня аромат появился где-то в начале лета. И уже нет, ну где-то вот столечко. Ну, то есть это нормально, это практически 10 миллилитров от 30. И я вот когда не знаю, что надеть, у меня есть несколько ароматов, которые я просто надеваю на себя и бегу. И вот этот один из них. Я очень удивилась, когда его называли ароматом чистоты, потому что вот вначале он мне таким не кажется. Он довольно такой насыщенный, он фруктовый, фрукты довольно абстрактные, хоть и заявлен ананас. Для меня просто какой-то фруктовый аспект. Есть в нем сладость, не четко вот ванильная, но какая-то вот мне даже напоминает цветочную сладость. Жасмин очень необычный. Тут есть жасмин, и он прям вот такой современный жасмин. Он никакой индольности, он какой-то как будто порошковый, пудровый жасмин. Я такое не встречала нигде. И когда он открывается, тут есть еще сандал, но никакой рассольности, даже близко нет. Он скорее такой какой-то сухой сандал. Он открывается, боже мой, ну как это красиво. И вот тогда он как аромат чистоты, но скорее с отсылкой к уходовому средству. Вот, никакой там порошок, ни цитрусы, ничего. Именно вот уходовое средство. То есть шлейф от вас будет вот именно как аромат чистоты восприниматься. Да? Обожаю этот аромат. Продолжим с белыми флаконами. Тут вообще, опять же, не показать его расход. Масс Кашмир то же самое. Вот когда я не знаю, что надеть, у меня нет времени думать, стоять над всей коллекцией, что хочу, я просто беру этот аромат, вот не задумываясь. Это аромат для меня чистых простыней, просто не хотела сказать, чистых простыней, какого-то уходового средства, крема, возможно. Но тут есть еще такая немножечко специевость, теплота в аромате. Вот мне это напоминает какое-то вот такое ощущение, когда я после душа, после горячего, да, такая согревшаяся, наношу на кожу какой-то уходовый крем белоцветочный. И потом ложусь в такие накрахмаленные, свежевыстиранные белые простыни. Одеяло, подушки, наволочки, все это, короче, белое, белоснежное, чистое. На морозе оно высушенное. То есть какой-то есть контраст в аромате. Очень его тоже люблю. Иду не по брендам, хотя можно было бы, потому что тут у меня есть 3 аромата одного бренда. Это Ваяна. Ваяна от Маски Милана. Кстати, надо было говорить вот вместе с этим. Они очень похожи. Но этот для меня, он еще более женственный. Хотя
Я лично считаю, что его можно носить и мужчинам, и женщинам. Он стопроцентный унисекс, так как они похожи. Но здесь менее слышна вот эта цитрусовая часть. Здесь больше чувствуется белая цветочность, кремовость чувствуется точно так же, какой-то вот отсылка к крему для загара. И какая-то есть такая нотка, кстати, вот тут мне хоть и не заявлена фисташка, но вот что-то такое похожее есть. Флёр де оранж, да. Флёр де оранж. Вот тут цитрусы скорее не как апельсины, да, я чувствую, а как вот именно цитрусовый аспект флёр де оранжа. Но все равно это цветок. Боже мой, ну это очень красиво, очень. Так что я сейчас пользуюсь в основном вот этим, да, когда мне нужно что-то вот такое, а мужу оставила Tom Ford. Ну, тут тоже такой расход, если учесть, что он у меня вот буквально появился, наверное, в июле. В июле, мне кажется, он у меня, или в конце июня. Ну, то есть не так давно. Так, я покупала его в флаконе. Просто у меня есть от этого бренда 2 аромата еще, которые я покупала в товарной уцененной версии. Нет, не товарной, уцененной версии. Видите, до сих пор не убрала эту наклеечку. Почему, спросите меня? Потому что я не люблю потом очищать, вот там вот это вот липкое остается. Поэтому где это не критично, я не убираю. Lost Alice для меня вот аромат тоже, который я не задумываюсь, возьму, если не знаю, что надеть, но именно вот больше в холодное время года. Вот я его носила все-таки и летом, мне было интересно, так как он у меня появился. И он, в принципе, хорошо открывался, но очень быстро слетал, и не было вот всех его граней. Быстро все вот куда-то там улетучивалось. Самый необычный аромат про чай. Тут чай, тут есть как будто бы какая-то выпечка, да, морковный пирог, но это не четко звучит. Но когда знаешь, ты даже это находишь. Но в целом какая-то как будто бы бисквит какой-то с этим чаем, черным таким чаем, с молоком, кстати, этот чай. Очень, очень люблю этот аромат. Вообще, как-то я поздно его нашла. Он же давно уже вроде бы вышел, да? Это ну, что-то невероятное. Прям такая вот очень хорошая ниша, которая не пугает, а именно предлагает уникальность. Причем, ну, не так дорого стоят вот эти ароматы от маски Милану. И еще один аромат Меделин. Просто я влюбляюсь в него вот в холод и еще больше. Он в жару довольно быстро слетал вообще вот вверх, и мне чем-то база напоминала Италику от Ксерджов, но только очень такую тихую, сглаженную, без ядовитого миндаля. А сейчас он более как-то звучит ярче. Вот эта вот его молочная, сливочная часть, она звучит дольше. Каштаны, тут жареные каштаны или просто каштаны заявлены, но я это чувствую как ореховость. Вообще ни капельки не похоже на This is Hello Zadig Voltaire. Я боялась, что будет очень много пересечений. Вообще другой аромат. И тут есть тубероза, и вот она придает этому аромату элегантность, изысканность. И вот мне все-таки кажется, что это больше аромат в сторону для женщин. Не знаю, может быть, кому-то из мужчин понравится это, но для меня он какой-то вот прям ассоциации рождает с какой-то изысканной, утонченной девушкой. Ну, вот так вот, элегантной. Несмотря на то, что тут есть намеки на гурманику, да. Обычно элегантность – это что-то пудровое, возможно, альдегидное, что-то с намеком на ретро, на старую школу. Ну, тут вообще другая история. Древесность, кстати, да, вот какие-то есть древесные ароматы такие в сторону элегантности. А здесь вот такое совмещение с этой вот гурманской частью. Ну, конечно же, как я могу не сказать, что этот аромат достоин того, чтобы спустить на него энную сумму. Это Путан де Паласес, это от Libre de Orange. Это очень необычный аромат, при этом это от Libre de Orange не супер дорогой бренд.
Я считаю, что есть какое-то ограничение, да, в том, сколько может стоить аромат, потому что, конечно же, во все ароматы включена и реклама, и налоги, и так далее, сервис магазина, да, который придает, конечно, это все туда включено, естественно. Но есть какой-то все-таки предел, сколько может стоить реально парфюм со всеми вот этими тратами. И мне кажется, что вот бренды, о которых я сейчас говорю, они более-менее соблюдают этот баланс. Ну, Том Форд не всегда, скажем прямо. Здесь вот 100%. Это аромат про пудровую фиалку, про больше гурманскую ваниль, но уравновешенную нотой кожи. И все стартует имбирем, который придает аромату пряность, и с другой стороны он освежает его, делает не душным. Я не чувствую тут никаких мускусов, кто-то про них говорит, не помню, заявлены ли они в пирамиде, но я ничего не чувствую, никаких мускусов нет. Для меня это вот кожа, фиалковая пудра, косметичка, помада и вот эта гурманская ваниль. Еще нота свеженапечатанного глянцевого журнала. Это фиалка обычно дает. Ну, это просто тоже... Посмотрите, сколько у меня уже нету. Скоро вот он уже закончится. Я его уже начала экономить. Даже это Baccarat Rouge 540 мист для волос. И мне сама Baccarat Rouge 540 не очень, как оказывается, нравится. Я к ней абсолютно равнодушна. Если сначала у меня было отторжение бентоиод, потом я стала больше понимать, что это шафран. Вот так он звучит. Но все равно вот у меня маленькие 5 миллилитров, и даже рука не тянется к этим 5 миллилитрам. А вот здесь тянется. Здесь я чувствую вот эту вот сахарную часть. Клубнику так я и не чувствую, скорее какую-то фруктовость я чувствую. Но вот мне нравится эта его сахарность, и я чувствую еще вот эту часть от базы Бакары, такую еловую. Вот как для меня звучит вот эта дымка. Она, конечно же, намного более спокойная, так сказать, нейтральная. Можно вообще куда угодно этим пользоваться. Волосы это больше структурирует, но есть какой-то состав, потому что в некоторых дымках вообще ничего нет. Вот просто ее наносишь на волосы, и она ничего не делает с волосами, придает аромат. А это реально структурирует волосы. Кто-то говорит, что она жирнит, но у меня волосы пористые, сухие на кончиках, то есть мне она прям хорошо подходит. Ну, сейчас я вам покажу, зачем я об этом болтаю, если могу показать. В принципе, у меня волосы уложены. Ну, давайте вот это вот распушим чуть-чуть. Вот я нанесу. Не знаю, видно, нет. Вот она и слегка, видите, структурировала. Он не пушится. Так. В общем, структурирует волосы, и мне этот эффект тоже, кстати, очень нравится. Я сочетаю это с Sunny Side Up, например, да, Джульет Хасаган. Мне нравится, как они вместе звучат. И, кстати, вот с этим ароматом Tom Ford Eau de Soleil Blanc тоже очень красиво звучало в мороз. Я купила это еще, когда жила в Питере, и были морозы. Это потрясающе звучит вместе. Наверное, вот с этим ароматом Ваяна Маски Милану тоже будет звучать перфекто. Откуда-то у меня испанский полез. Конечно, я не могла не сказать о своем любимом Жиробом Госа. Это тоже аромат, который я наношу, когда не знаю, что на себя надеть. Но если я знаю, что куда-то иду, да, где там помещение небольшое, я наношу прям один пшик только на запястье. Потому что если прям им палиться, то он, я боюсь, что может начать кого-то поддушивать, но просто потому что это сладкий все-таки аромат, а не свежий. Да можно и свежим, наверное, кого-то душить, если человеку не понравится. Ну, короче, я вот им осторожно пользуюсь. Но в целом не сказать, что это прям аромат с километровым шлейфом. Кто-то это говорит, что это так, и я, честно, и это может быть, если только вот прям хорошо так вот политься, там, пшиков 5-6 сделать, наверное, да, тогда может это быть. Но при дуновении ветра и при движении от него есть шлейф. И такой
ощутимый. Ну, в смысле, рядом с вами, да, он не будет заполнять всю комнату, в чем, мне кажется, плюс этого аромата. Это тубероза очень необычная, вначале такая фруктовая, потом она еще немножко сливочная, есть металлическая нотка, кстати, не сказала, но и в Уну я чувствую металлическую нотку. А, Она не явная, но вот она придает аромату немножечко свежести, не дает ему совсем стать каким-то приторным. И тут еще есть пачули. Сначала я их как-то ощущала абсолютно вот по-другому, даже не помню как, но сейчас я чувствую больше их как вот ту часть, которая называется шоколадные пачули. Вот сейчас больше это чувствую. Никакой землистости, да, ничего такого нет. Очень приятный, нежный аромат, в который влюбляешься не сразу. Вот, кстати, вслепую я бы не советовала именно поэтому его брать, потому что вы можете подумать, что они там так нахваливают, ничего такого. Это была моя реакция, я так думала. Я так купила его и где-то поняла весь и все его очарование где-то через полгода или год даже, я не помню. Но вот сначала я его распаковала, нанесла на себя, думаю, ну приятно, но о чем такой хайп, я не поняла. И стояла на меня, в общем, долго. Возможно, климат. Возможно, климат. И купила я его, было еще тепло, а вот в холод, когда воздух еще был более сухой, вот тогда он мне понравился. Ну вот, ну тут прям вообще вы видите. Аромат все-таки для меня больше сезонный. И я его люблю осенью, зимой. Весной тоже можно. Да, кстати, весной он тоже хорош. Здесь слива. Розы скорее здесь придает какой-то вот мягкости, косметичности, как розу. Прям вот отдельно я не ощущаю. И еще здесь есть замша, но вот ее даже не все чувствуют. Она больше как такая специевая база. И мускус нарцисса родригеса здесь практически не чувствуется. Такой аромат уюта, спокойствия, расслабленности. И в то же время я считаю, что это очень сексуальный аромат, очень чувственный. Вот. И когда я не знаю, что надеть, но вот только в сезоны, о которых я выше говорила, вот надеваю его. Летом его совсем не хочется. Мне кажется, он даже как-то вот не очень бы летом звучал. Ну, скорее всего, быстро бы слетал, как-то так скомканно ни о чем. Ой, вот это вот вообще просто мой любимый Идиль от Герлен. У меня в старом флаконе, ну, Идиль прекрасный во всех флаконах. Поэтому единственное, что да, я знаю, что новые версии, они более летящие, более такие. Я не скажу, что они не стойкие. Стойкие, но не все, кстати. Монгерлен, вот я недавно попробовала Монгерлен, мне совсем не понравился, он не стойкий. Но Идиль, насколько я помню, я один раз его тестировала, он нормальный по стойкости. Я не заметила разницу даже вот с этими старыми версиями. В общем, аромат цветов для меня это какой-то такой вообще аромат вдохновения для меня. Но у меня рождается картина, когда вот я его обоняю, картина какой-то пруд, цветы, офелия в цветах плывет. И может даже она передумает топиться. Может быть, просто вот это вот настроение немножечко такое меланхоличное, да, оно, может быть, успокоит ее. В общем, ну, вы понимаете, куда меня понесло. Ну, для меня это не грустный аромат. Нет, он для меня скорее про какое-то вот такое погружение в себя, про спокойствие и про вдохновение. И даже когда вот вокруг там что-то шумит, напряжение, если этот аромат на мне, я остаюсь вот этим вот островком спокойствия. И это очень важно в некоторых ситуациях. Ам, да. Но вот не остров, на котором тусовка и вечеринка, а остров, на котором сумерки, пруд,
цветы, тишина, свечи, свечи, свечи. И Офелия думает, она еще не решила. Она еще не решила, может, она еще всех пошлет и просто сядет на лодочку и поплывет в новое светлое будущее. Я, надо сказать, я оптимистка, надо в этом признаться. В целом я оптимистка. Даже несмотря на то, чтобы со мной не происходило, и какое у меня бы не было плохое настроение когда-то, я все равно думаю, ну вот это плохое настроение, чтобы вот в нем, может быть, я что-то осознала, что-то мне, что-то поняла. В общем, во всем я стараюсь найти что-то хорошее для себя, извлечь какую-то из этого пользу. Вот такой оптимизм у меня. Так, Лавиабель. Лавиабель, что это у нас? Эликсир. Это единственная версия Лавиабель, которую я обожаю. Совершенно, конечно же, не жалею, что я купила. У меня нормальный расход. Ну, тут не видно, но он нормальный. Флакон такой просто. Тоже, когда не знаю, чем воспользоваться, а настроение такое, хочется элегантности, женственности, пудровости с такой нотой малины. Малина тут скорее свежая, с сахаром, перетертая. И замша. И замша. Единственное, что тоже я этот аромат не могу использовать летом вообще. Только осень, зима, весна тоже ему хорошо подходит. Стартует, кстати, для меня очень похоже на пудру из Миссия от Шанель бутиковой линейки. Я говорила, но еще раз повторю, вдруг кто-то только присоединился. Я вообще считаю, что это точно не парфюм из линейки Лавиабель, он абсолютно не похож ни на один из ароматов. Фанаты этой линейки его не признают. Те, кто вот как я, да, ничего из этой линейки никогда не покупал, наоборот, в восторге. И я вообще считаю, что это больше какая-то бутиковая, ланкомовская версия. Поэтому, ну, хорошо, что они не выпустили в бутиковой линейке. Иначе она бы очень дорого стоила. А так, ну, просто вот однозначно не жалко на это потратить. Была бы она бутиковая, я бы ее все равно очень хотела. Мне прям нравится этот аромат, это прям мое. Ну, Ив Сен-Лоран. Ив Сен-Лоран. Вот не смотрите, что тут так вроде бы немного использовано. У меня есть точно такой же второй флакон, но это я не помню, что я это взяла. Libre Intense, еще у меня есть Libre Le Parfum. И я пользуюсь и тем, и другим. Для меня не очень много в них отличий. Единственное, вот Intense, там все-таки вот поярче лаванда и поярче ваниль. И вот это вот контраст между двумя этими частями. А там аромат более сбалансированный, но к базе они очень похожи. В основном, кстати, я пользуюсь им в жару. И, соответственно, я не пользуюсь им целый год, и все равно вот какой у него большой расход. И я никогда бы не пожалела, что я его купила, и не думала бы его продавать, потому что для меня это прям уникальный парфюм. Очень мне нравится. Вот единственное, что Le Parfum, ну, не знаю. Для меня, ну, правда, ну, слишком они похожи. Поэтому, наверное, Le Parfum я бы не покупала. Я его практически вслепую взяла. Так, что у меня осталось? Ну, это должно закрывать этот рейтинг парфюмов, которые у меня есть. Сейчас я еще вам расскажу те, которые я недавно потестила. Хочу с вами поделиться. Так, давайте Ванея де Таити. Потрясающий необычный аромат ванили. Да, это все-таки аромат про ваниль, но в обрамлении цветов. Иланг-иланг, еще есть чампака, которая может напоминать жасмин, да, тем, кто чампаку никогда в природе не нюхал, как я, например, да, я вполне могу это называть, ну, похож точно на жасмин для меня. И тут есть такая немножечко индольность. Я, кстати, ее сначала чувствовала намного громче. Вообще, когда первый раз аромат тестишь, замечаешь больше граней, потому что ты принюхиваешься, приятно, неприятно. А это что? А это что? Это надо нам или не надо? Когда ты уже знаешь аромат,
какие-то части очень быстро для тебя вот просто так мелькают, ты их даже не замечаешь. Поэтому сейчас я даже вот эту индольность не чувствую. Она вообще мной сейчас воспринимается как часть натурального цветка, потому что, как вы знаете, часто вот именно когда в природе, да, они цветут, у них есть вот этот аспект. Если его нет, то значит сразу же все, это не натурально, это что-то, что уже как-то обработано. И здесь вот именно такое ощущение натуральности этого аромата, прям как будто бы вот стручок таитянской ванили, прям вот вдыхаешь этот аромат. Это очень необычно. И, кстати, его сравнивают на фрагрантике, по-моему, Том Форд Vanilla Sex. И кто-то писал, Том Форд хотел сделать вот ваниль именно звучащую, как таитянская, когда задумывал делать Vanilla Sex, но у него не получилось, да. А вот здесь вот все вышло очень правильно и хорошо, и приятно. Ну, я соглашусь с этим мнением, потому что я не люблю таитянскую, ой, тьфу, я не люблю ваниль Тома Форда. Мне там слишком много индола, который еще с вот этой сладкой частью. Вот это вот для меня как-то не очень звучит вместе. Кто-то как будто ваниль рассыпал где-то в конюшню. Но это лично мое опять восприятие. Все. Давайте пробежимся быстренько прям пробежимся по новым ароматам, про которые я хочу рассказать. У Armani новый аромат 2025 года, Кожа Ню, Cure New. Мне понравился этот аромат на старте. Вот прям очень понравился. Здесь вообще кофе, кардамон, кожа, дамасская роза, амбра, бобы тонка и лабданум. Но к базе он мне стал напоминать. Именно вот в базе где-то чувствуется, как будто база от Монтали. Знаете, вот это вот мускус розовый, розный мускус, точнее так. Ну, все, и вообще, больше мне уже не понравилось. Но в целом аромат приятный. Не знаю, может, у меня на коже вылезла вот эта вот нота, да, этого мускуса. Не могу понять, почему, откуда вообще. Ну, вот так вот. Не мое. А мне очень понравился Blanc Kogan. Это аромат, который мне сразу напомнил Pure Musk от Нарцисса Родригес, но без мускуса Нарцисса Родригес. Вот такое вот бывает. Это тоже такая кремовая белоцветочность, ярко жасмин я не чувствую. Я не чувствую никакой индольности. Это очень такое, как будто уходовое средство, дорогое, красивое. Шлейф от него есть, но он не очень, да, не хвостатый, но небольшой шлейф есть, очень приятный. Для меня он, правда, прям вот в настроении Pure Mask. Кто-то еще, кстати, мне моя подписчица писала и на фрагрантике, его сравнивают с белым кубиком от Нарцисса Родригес. Я его никогда не тестила, я ничего не могу сказать по этому поводу. Дальше. Тубероза не Шанель. Наконец-то ее потестила. И все, кто пишет и голосует на фрагрантике, что это наркотик Ви от Носомата, я с вами, это стопроцентный наркотик Ви от Носомата. Вообще просто один в один. Я еще хотела этот аромат заказать вслепую, хорошо, что не сделала, пришлось бы его продавать лично мне. Но аромат очень классный, если у вас нет наркотик Ви, а вам нравится тубероза, гордения и жасмин со специями, очень стойкие, очень громкие, очень шлейфовые, то вам понравится этот аромат. И, конечно, я считаю, что вот мне, да, ну, если бы у меня наркотик Ви не было, было бы не жалко на него потратиться. Седрус от Хлои, Atelier Fleurs. Это, странно, Квентин Биш такой аромат тихенький создал. Я где-то, может, я сейчас не права, я путаю с другим ароматом, напишите мне. Я где-то встречала мнение, что это какой-то супер просто аромат, все за ним гоняются, он везде солдаут. Я не знаю. Тут у нас никакого солдаута. Мне он вот как-то стартанул цитрусами, потом на коже он какой-то стал кремовый, уходовый, и он, ну, абсолютно
Для меня, да, он очень тихий, не шлейфовый практически, такой уходовый. Какая-то в нем есть вот как, к базе как будто бы мыло, да, кусок мыла. Ну, хороший аромат, ну, красивый в целом, такой каждодневный. Но единственное, мне кажется, что есть много ароматов бюджетнее. Я бы такие деньги за него не отдала. Но, опять же, вот здесь я всегда думаю. И я, потому что у меня большая коллекция, разбираюсь в ароматах, я понимаю, что таких много, мне несложно порыться и найти еще. Ну, возможно, кто-то вот хочет просто аромат хороший, дорогой, подходит к этому стенду, говорит, я люблю цитрус. Ему дают, запаковывают, он уходит, все нормально. Но я бы нет, я бы не отдала и никому бы не посоветовала именно вот в этой линейке покупать такой аромат. Ну и вот следующий аромат "Магнолия Альба" я бы тоже не посоветовала. Тут что у нас? Магнолия и белая чампака заявлены. Ну, это такой, белоцветочный, немножечко такой кремово-уходовый аромат, который очень быстро слетел. Вот он прям очень быстро слетел. Он звучит довольно-таки натурально, ну, насколько, да, это возможно. Все таки это парфюм. Ну, я не знаю, мне, в общем, никак он не зацепил, ничего не могу сказать. Я бы не отдала такие деньги за эти ароматы. Еще один аромат из этой же линейки. Нероли. Ну, Нероли, вот правда звучит как Нероли. Вот стартует Нероли, как-то открывается как Нероли, немножко становится более кремово. А, ну, мне кажется, ну, такого, ну, просто очень-очень много. Очень. Я тут сравнивают его с Томом Фордом "Нероли Портофино". Но в "Нероли Портофино" есть какие-то грани, какое-то открытие аромата, он какой-то такой округлый становится. А здесь как-то вот намного он более плоский. Вот что мне не понравилось. Наверное, вот какая-то для меня есть плоскота в этих ароматах, плоскость. Так, Goldfire in My Fair от Atkinson. Atkinsons. Очень интересный аромат. Вот мне очень бы было интересно его поносить, понять, потому что он довольно сложный. Он даже здесь вот заявлен фужерный какао, и это правда. Он с одной стороны вроде бы есть в нем такая свежесть, да, тут и заявлен абсент, шалфей, мускатный орех, и в базе амброксан он тоже часто придает немножечко так свежести. Но в то же время тут есть и какао, и ирис, да, и ветивер, и стирокс, и это очень необычно. Я хочу этот аромат поносить. Он очень сложно раскладывается на ноты. Вот я просто его чувствую как и что-то свежее, и что-то уже более теплое и пряное одновременно с этим. Очень необычно. В общем, хочу этот аромат поносить. Мне кажется, он очень дорого звучит, очень прям сразу угадывается, что это ниша. Его сравнивают, кстати, с Tom Ford Noir Extreme. Ну, что-то есть общее. Я вообще сначала, когда его потестила, я подумала, что это очень похоже на что-то от Тома Форда. Но вот я тестила Noir Extreme, но мне сразу не пришло в голову именно этот аромат, потому что у, допустим, Fucking Fabulous Том Форд тоже есть вот эта нота то ли шалфея, то ли чабреца, лаванды, пряности. Вот это вот тоже сочетание чего-то свежего, такого фужерного и пряного. Вот, возможно, вот этим как-то меня вот в сторону Форда напомнил что-то фордовское. Ну, интересный аромат. Я хочу его поносить. Хочу его поносить, если найду от Левант. И вслепую, конечно, не возьму, но вот мне кажется, что он прям достоин потратить на него энную сумму. Смотрите, он есть в золотом яблоке. И в золотом яблоке он стоит со скидкой. У меня есть скидка 15%, 19 380 он стоит. Ну, в целом, не сказать, не прям, ну, не дешево, конечно, но в целом не какая-то бешеная цена. Tom Ford Noir Extreme.
Стоит за 50 миллилитров 11 тысяч. Ну, тогда можем его взять. Так, все время меня спрашивают про помаду. Сегодня у меня карандаш и помада. Карандаш Estee Lauder Double Wear 01 Pink. Называется цвет. И помада, не смотрите на его футляр, он сейчас в синем, если его тоже уже не сняли с производства. Это номер 260, Эсцентрик, кремовая текстура. Не знаю, сняли или не сняли. Ну, я вам все рассказала. Мне нравится, что эта помада, она вроде бы розовая, но не яркая какая-то, не вульгарная, не кричащая, такая спокойная розовая помада. Спасибо вам большое, что вы были со мной, что провели столько времени мы вместе. Не забудьте подписаться на этот канал, не забудьте на мой телеграм-канал Victoria Day Life подписаться. И обязательно поставьте палец вверх, обязательно жду вас в комментариях, все обсудим. Обязательно будьте счастливы. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.